Осенний дождь барабанил по стеклам огромного особняка в Чикаго, словно пытаясь смыть скрытую правду. Миллионер Дэниел Хантер шел по длинному коридору, оставив промокший зонт в прихожей. В доме царила стерильная атмосфера клиники. Запах антисептика, белый свет, приборы, которые срабатывали с точной периодичностью. Долгие годы он доверял врачам и медсестрам, веря, что деньги могут защитить его близких. Его сыновья, Джош и Эйден, считались крайне больными и практически неподвижными. Но в тот день Дэниел заметил нечто невероятное. Няня, Молли, надела ярко-желтые перчатки и присела рядом с детьми. Внезапно Джош, опершись на маленькую коробку, поднялся на ноги и сделал несколько шатких шагов. Сердце Дэниела сжалось, это не радость, а испуг. Все его представления о болезнях детей рушились мгновенно. Молли держала мальчика на руках, защищая его от падения, и в этом простом движении был скрыт смысл, который Дэниел долго не мог осознать. Всю эту историю кто-то искусственно поддерживал в привычном, болезненном состоянии. Проверка камер вскоре показала ужасную правду. Медсестра, ответственная за лечение, подмешивала детям седативные препараты, замедлявшие их развитие. Дэниел понял, что за годы он платил не за лечение, а за иллюзию болезни. Параллельно с этим открылось, что Молли наблюдала за детьми дольше всех, понимала их лучше, чем любой врач. Она стала единственным надежным человеком в доме, который сумел вовремя вмешаться и спасти мальчиков от опасной дозы лекарств. Торопливо вызывая скорую помощь, Дэниел держал Джоша на руках, пока Эйден обнимал Молли. В больнице под присмотром настоящих специалистов дети начали приходить в себя. Страх и вина Дэниела постепенно сменялись новой решимостью. Теперь он должен был быть настоящим отцом, а не сторонним наблюдателем. Вернувшись домой через несколько дней, он вместе с Молли устроил детям безопасное пространство для игр и первых шагов. Джош опирался на подушки, Эйден смеялся, хватая яркие игрушки. Дэниел впервые почувствовал тепло, радость и присутствие, о которых давно забыл. Желтые перчатки, которые раньше казались смешными, стали символом защиты, доверия и нового начала. Особняк больше не был холодной клиникой. Это был дом, где дети учились ходить, смеяться и быть счастливыми. Дэниел понял, что настоящая ценность жизни не богатство и не контроль над событиями, а способность замечать, слышать и быть рядом с теми, кого любишь. Впервые за долгие годы он мог смотреть на сыновей без страха, лишь с желанием поддержать их на каждом шагу.